Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Каким будет город, если из него убрать людей? Давайте поговорим об этом с современным московским художником Юлией Малининой. Здравствуйте, Юля. Наталья, добрый день. Ваши индустриальные портреты хорошо известны любителям московской живописи, и не только. Как пишет в своей книге «Язык городов» Деян Суджич, города создаются их жителями, и именно они придают городу ту атмосферу, ту идентичность, которая есть нечто большее, чем просто скопление зданий. В ваших работах людей нет. Ни на одной работе я не видела. Почему? Такой хороший вопрос, Наталья, спасибо. Вы знаете, я, наверное, создаю такую, скажем, свою историю. Посредством этих картин это моя история. Я рассказываю, мне даже кажется иногда, что это некие одновременно воспоминания и те места, которые мне на картинах, которые мне хотелось бы и сохранить, и в то же время вот создать такое уютное для меня лично пространство на картине. И получается, что с течением времени это действительно выстроился некий какой-то образ города. Вот он рождается, потому что все эти разные здания, мы начинаем смотреть их на выставке, когда их много, что это действительно такой город Малининой. И, наверное, что отсутствие человека, здесь можно сказать, на самом деле в его присутствии. И это присутствие рождается в тот момент, когда зритель смотрит на мои работы. Потому что в картине я убираю много каких-то деталей лишних, да, то есть выстраиваю вот это здание, создавая вот эту вот правильную пустоту, или можно назвать это минимализмом, одно из любимых тоже направлений для меня в искусстве, что зритель наполняет собой вот эту вот пустоту. То есть у него есть возможность, смотря на работу, вот заполнить собой, своим зрением, своими ощущениями, своими мыслями. То есть, грубо говоря, погулять там, в этой тишине, побыть одному, потому что мы все равно, мне кажется, ментально мы вот приходим в этот мир одни и уходим в этот мир одни. Мы в этом мире одиноки. У нас появляются в нашем пути спутники, с которыми мы идем год, день, проходим месяц. какой-то временной промежуток. Да, этап какой-то. Но все равно мы в внутреннем диалоге мы находимся сами с собой. Это точно. И поэтому в моих работах это мой мир, который мне интересен, и здесь в каждой картине мне комфортно. И должна сказать, что мне тоже. Да, очень приятно. И когда вот, наверное, зритель начинает смотреть на это, мне хотелось бы, что ему хотелось бы пройти здесь, зайти, узнать, что же там происходит, что там за горизонтом. И даже если это не изображено на работе, это просто придумать это, додумать это. То есть мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, я как создатель работ, я являюсь одновременно архитектором, потому что многие объекты это могут быть абсолютно придуманы. Или они взяты естественно, то есть с натуры условно, но все равно я в них убираю все лишнее. И создавая этот город, то есть я оставляю для зрителя возможность его населить. Для публики. Нельзя так сказать, или, по крайней мере, мне так показалось,
что все-таки здания на ваших портретах главные герои, не зритель, а именно здания, вы их и называете портретами, да? Да, все То верно. есть можно считать это некой, каждое здание, каждый объект некой аллегорией личности с ее какими-то качествами, характеристиками, эмоциями. То есть как все люди разные, и все здания разные, и вызывают разные ощущения, дают разную энергетику. И поэтому они портреты. Портрету не нужно на самом деле много там антуража, да, вот человек, вот главное увидеть в нем какие-то Да, качества. энергетика. Энергетику. Можно и назвать передать это, энергетикой да? у человека, да. Да, каждая работа, она является, вот, скажем так, сгустком моих ощущений, моих идей. И каждая работа, она находится в неком временном промежутке, который отвечает моим реалиям, моим сегодняшним настроениям. И получается, как бы это настроение передается этому объекту, зданию на картине, вы сегодняшнее, каким-то образом, ну, сегодняшнее, вчерашнее, завтрашнее, отражаетесь в том объекте, который изображен на картине. И да, зритель безусловно. считывает эту энергетику, да, и таким образом он, как бы, получается, знакомится и с вами через это здание. Да, безусловно. Каждая из картин это является, ну, моей исповедью, скажем так. А сейчас, возможно, я чуть больше начинаю открывать свой мир. Это мы удачно к вам зашли. Да, да. Но время идет, и техника меняется, то есть технически я уже могу сделать более, более сложные вещи, решить задачи на холсте более сложные. Но, собственно говоря, любая работа из моих работ – это вот действительно такой вот, ну, исповедь на холсте. И я очень надеюсь, что зритель, смотря на работу, он может это почувствовать. И мне кажется, что есть какие-то моменты, которые всех нас связывают. И да, то, что ты видишь на холсте, это может быть созвучно твоему настроению. Я даже вот был момент, у меня была не так давно большая выставка. Да, очень прекрасная выставка была в Музее кино. Да, спасибо большое. Вот, Наталья, как раз вы посетили, мы познакомились с вами на этой выставке. Я задавала зрителям, ну, по возможности, какая из картин больше всего нравится. И вы знаете, я получила много ответов, и, если честно, картины не совпадали. То есть не было явного фаворита на выставке. Каждый человек находил какую-то свою работу. Мне было это очень интересно. Иногда совершенно неожиданно. И даже я нашла там свою работу. Да, да. То есть вот этот момент, то есть, что вот это скопление разных образов, разных настроений, разных вообще, разной архитектуры, они картины разные. Мне это нравится, чтобы не было повторов, но это другой разговор. И каждый зритель находил свою работу. Это был потрясающе интересный опыт. Ну, то есть, условно говоря, ваши объекты на картинах и есть жители вашего города Малининой. Да, конечно. Своеобразие каждого города, любого, определяется разными факторами. Климат, характер местности, архитектура, ну и всякое такое прочее. Да? Ваши портреты объектов извлечены из окружающей действительности. У них нет, скажем так, пейзажа в классическом его понимании. Да? Глядя на них, зритель сам додумывает, что это, возможно, небо, а это, возможно, трава или земля. Чем обусловлен выбор такой техники? Потому что ведь даже по цвету это далеко не всегда совпадает с тем, что мы знаем об этих природных явлениях. Если про эту картину, если вам интересно. Конечно. Но на самом деле вот эта красная полоса – это и есть трава. Вот. Но в моей картине это красная трава. То есть для меня важно
как архитектор, Да. как я сказала, Да. Мы путешествуем по да. городу Малининой, Да. в котором, заметьте, трава бывает красной. Бывает красный, да. Важна то есть создать портрет. А когда если мы будем размышлять, вот, например, если я буду писать ваш портрет, что я напишу, как я вас напишу, как я вас посажу, какой я сделаю фон. То есть каждый художник для себя смотря на модель, он начинает понимать ее, чувствовать и понимать, что нужно добавить или убавить, чтобы вот создать именно тот образ, который энергетический, психологический, чтобы это были вы. Поэтому, когда я выбираю для своей картины объект, я тоже размышляю, потому что вот это мне... То есть, когда я увидела... Все эти объекты были увидены. Когда я увидела, я прям сразу вижу четкий ракурс, которого мне... Когда он смотрится максимально эффектно, максимально помпезно, да? То есть, и вот на вас я смотрю, я понимаю, какой для вас ракурс будет самый вот вам передающий ваше состояние, вас. И какого я цвета буду? Вы? Да. Ну, если трава... Желтого. Желтая? Да, насыщенно желтого. Это интересно. И когда на картине уже появляется, я сразу, наверное, у меня образ картины рождается в голове. Я просто его постепенно очищаю и переношу на холст. И чтобы создать это состояние, эту атмосферу, не всегда нужно изображать, для меня конкретно, в моих работах, не всегда нужно изображать окружение, то есть тот ландшафт природный или неприродный городской, который окружает это здание. Конечно, мы понимаем, что здесь могут быть высотки, здесь могут быть деревья, машины, люди, да, вот почему нет никого. Но так как это портрет, и опять же, это и мой портрет, вот это состояние одиночества, оно мне всегда очень нравится. Но это другой разговор. И поэтому в небе лишь намек на небо. В основании тоже лишь намек на небо. Я вот к чему хотела сказать. Несколько лет назад у меня уже появилась... То есть мне важна идея времени, в принципе времени. И у меня был цикл работ. Это индустриальные объекты. Значит, весна, лето, осень, зима, 4 работы. А потом я пришла к тому, что сделала тоже такой цикл со временем суток. С одними и теми же объектами? Да, нет, индустриально это было разное, а вот время суток это одно и то же изображение, в котором действительно меняется время суток. Это было утро, день, вечер, ночь и снова утро. И постепенно я пришла к тому, что как соединить вот это время, его протяженность внутри одной картины. То есть, если вот так вы посмотрите, вам очень сложно будет понять, определить для себя конкретную точку временную. Ну, в принципе, да. Это утро или это день пасмурный. То есть заключить вот это время внутри одной картины, насколько это возможно. Приручить время, так сказать. Зафиксировать, да. Поставить его на паузу. И поместить их вот в некое такое вневременное пространство. И убрать все лишнее. И запустить вас туда, как зрителя, чтобы вы додумали. И что в итоге получается, что на картине «Красный газон» будет вас лично, как зрителя, убеждать в том, что он может быть таким красным. Согласна. Но все-таки ваши герои на ваших портретах – это реальные здания, правильно, насколько я понимаю? Чаще всего, но не всегда. Не всегда. И при этом даже эти реальные здания, они как прототипы, условно говоря. Я очень от многого отказываюсь, что-то добавляю. Иногда я могу смиксовать несколько объектов, да, вместе внутри одной картины. То есть это лишь повод вот увидеть, условно говоря, с красивого ракурса архитектурное сооружение,
чтобы это вдохновило, но потом уже идет очень серьезная внутренняя работа над тем, что убрать, что добавить, что я хочу сказать зрителю, что я хочу сказать вам посредством этих картин. И не всегда это, я прошу прощения, не всегда это конкретные локации. Ага. А какими качествами должен обладать объект, ну, помимо того, что у него есть красивый ракурс, чтобы стать жителем вашего города? Героем, да. Героем, жителем, да, участником, чтобы иметь честь стать частью вашего города Малининой. Есть какие-то требования? Как вы отбираете? Нет, требований нет. Я отношусь к тем людям, которые верят в случайные встречи, потому что они кажутся не случайными. Да. И иногда это просто из окна автомобиля, когда ты едешь, например, куда-то далеко в далекую поездку, и ты вдруг тебе на очень короткий промежуток времени открывается потрясающий вид на потрясающий завод. И ты успеваешь щелкнуть это на телефон. Зафиксировать этот момент. Просто именно момент, да, вот что происходило тогда. И потом, то есть у меня скапливается очень большой, скопился большой материал, его много. Я просто, прежде чем, когда начинать новую работу, я заканчиваю картину и тут же приступаю к новой работе. Я иногда его просматриваю, я помню, какие у меня там работы. И это просто должно совпадать с тем моим состоянием, которое я испытываю в тот момент, когда я начинаю картину. И я помню то, что происходило тогда, и начинаю уже выстраивать вот тот образ, что я хочу сказать, что мне интересно. То есть можно сказать, что город Малининой – это некий идеальный город, в котором прописаны, живут прекрасные герои, здания, в которых отражается ее, Малининой, архитектора, собственника, владельца этого города, определенные качества, состояния, которые не подвластны времени. То есть это, так скажем так, ретроспектива ваша личная. То есть, глядя на это, можно понять, где, когда и что чувствовали вы, и как вы увидели это, да? Но при этом мне хочется, чтобы работы обладали, ну, так называемым, несколькими пластами. Вот вы сначала видите, у вас первый эффект. Потом, если мне хочется, чтобы вы постояли на ней, почему я там говорю о том, что я запечатываю время, о том, что я очень строго отбираю сами объекты для своих картин, их перестраиваю, переламываю, переделываю, чтобы внутри было что-то чуть больше того, что я заложила внутри, чтобы некая невидимая рука или что-то сошло внутрь, и вы чуть-чуть еще... Ну, то есть, чтобы у вас было еще ваше впечатление. Согласна. Чтобы оно откликалось. Прийти в гости в ваш город можно в том случае, если у вас это откликается, вы чувствуете, вам там будет комфортно. Я даже представила это, через много-много лет такое, это, наверное, невозможно сделать, хотя почему? Может быть, все возможно. Такая огромная выставка «Город Малининой», и если собрать все ваши за годы эти работы, объекты, уже будет сложно даже немножко. Интересно посмотреть, каким будет этот город, да? Вот, представьте, все это собрать, но по сути это же тогда и есть вы. Безусловно. И вы знаете, даже сейчас мне кажется, что я стала вот как исповедь, да, всегда исповедь перед холстом. Это сложно исповедоваться. Согласна. Тем более, получается, здесь даже не просто одному священнику, а тут на публику. Любой зритель может принять на себя роль священника и начать оценивать, насколько вы... И поэтому сейчас я стала еще... Наверное, мне где-то внутри страшно. Но мне нравится эта откровенность. Я рада, что я к этому прихожу. Я тоже очень рада. И, знаете, все равно... Я создаю некую паузу. То есть в мои картины не всегда легко войти. В моих работах всегда есть... То есть нет дороги. Вот в таком понимании, что ты вот взял и зашел туда. Есть какое-то такое некое препятствие, которое нужно чуть-чуть, как коробочка, ее открыть есть, надо. Там трещинка какая-нибудь или бугорок, который нужно переступить. То есть в них надо чуть-чуть зайти, постоять, посмотреть, но в принципе, если так, они очень, очень личные.
очень личная работа. Но там все магия, Да, завуалировано. это чувствуется, и это очень отзывается, по крайней мере, у меня. Спасибо. Юль, ваши работы как будто бы светятся изнутри. Такое ощущение, что вы что-то подмешиваете в краску. Я не знаю, передает ли это камера, но когда смотришь на них живьем, и если это фонари, то вот реально они светятся. Эта техника как-то связана с вашим опытом реставратора и работы с иконами? Наталья, уважаемые зрители, это магия. Рассказывать об этом нельзя. Но на самом деле, да, у меня потрясающий опыт жизненный. Я получила такое серьезное фундаментальное образование в области реставрации, темперной масляной живописи. И у меня был вот этот опыт прикосновения к иконам, к этим образом. И, безусловно, в нашей жизни весь опыт, который мы получаем, он не проходит мимо. Он все равно откладывается, и он сохраняется внутри нас, и каким-то образом проецируется на то, что мы делаем. Возможно, да. Возможно, вы правы в какой-то степени, вот эта светоносность и цветоносность, которая есть в иконах. Хотя иногда смотришь, они достаточно плотные. Да, по цвету. но они светятся. Они светятся. Много, это темперы, это даже, ну, конечно, более поздние уже масляные. В основном все равно вот это ощущение, не знаю, возможно, это вот некое совпадение, но с другой стороны, я вспоминаю свое вот такое впечатление, когда я увидела одну из работ Ван Гога в одном из прекрасных музеев, который находится не у нас. Просто было так, что в помещении, в одном из залов висит, он и сейчас висит, Ван Гог, и есть окружение. Вы знаете, я просто была поражена тому, что, заходя туда, ну вот я лично, я увидела только Ван Гога. Почему? Подсолнухов ничего больше не было. Она как лампочка, то есть все работы можно убрать, в этом зале оставить ее одну, потому что она горит. И это какой-то вот такой, возможно, это как нашел какой-то отклик во мне. Конечно, кто-то скажет, что я не права, и рядом прекрасные работы других авторов, и они не менее... Но мы же ищем то, что нам близко. Конечно. И мне хочется, чтобы вот когда ты смотришь вот даже про эту работу, чтобы краска, это же краска и холст, чтобы краска перестала быть краской. И что вот небо, условно небо, опять же, это, какое желтое, оно же не может быть, да, в реальности небо, чтобы оно светилось. Как светится небо, оно же светится. А основание было плотным. И вот это ощущение, чтобы вот как бы краска перестала быть краской, стала чем-то большим. И для меня всегда большая радость, то есть я даже когда работаю уже над вот фоном, я вообще выключаю телевизор, то есть все, для меня я ухожу в какое-то состояние, и вот оно пошло, и вот появляется, все, она засветилась, все. Я спокойна, да, и случается магия. То есть это очень важно. Для меня это очень важно. Ну, я думаю, для зрителей это тоже очень важно. Еще это, наверное, отражает вот это внутреннее, это же душа. Вот как я сказала, это исповедь, и в каждой картине есть частица меня. И это, душа – это свет. Я надеюсь, что да. Да. И она светится. Ну вот я в связи с этим хотела коснуться этой темы. Возможно, она для вас не очень приятная, но все-таки я ее затрону, потому что я читала о ней в ваших интервью, и вас об этом спрашивают. О вашей, думаю, вы догадываетесь, именно в связи со светом, о схожести вашего творчества с работами некоторых американских художников, в частности, Хоппер. Там ведь тоже улица, девушка-фонарь, да? Но вот для меня лично вот эта вот разница абсолютно очевидна. И не в последнюю очередь, почему я об этом спрашиваю, именно со светом. Это не тот свет. Это не тот свет, когда художник рисует, что светится витрина или светится фонарь. Это именно вот этот магический свет,
души, как вы говорите. И я с этим абсолютно согласна, но которая именно прорывается сквозь краску, темную краску, светлую краску, неважно. Да. Картина горит и светится, и на это нужно смотреть живьем, и устоять против этого невозможно. Это вот я вам как зритель. Спасибо. Если вернуться, да, наверное, мне кажется, все равно любой зритель, видя художника, видя его работы, хочет так или иначе его поместить в какой-то классифицировать, да, кто близко. Безусловно, работы Хоппера, они мне нравятся. Они прекрасны, но они другие. Да, потому что, мне кажется, у Хоппера весь вообще вот смысл и о чем он писал, это такой нуар, что сейчас что-то произойдет. То есть мы в тот момент находимся внутри его картин, когда сейчас кто-то из угла выйдет, и кто-то кого-то убьет пистолетом. Потому что у него очень много с фильмами связано. То есть вот этот момент ожидания чего-то, что что-то не должно неизбежно произойти, в его работах есть. А у меня в картинах все уже случилось, все уже светится. Это время, оно запечатано. Здесь ничего уже не происходит. Вот оно как данность и светится, как свечка. Вот стоит и светит. Ничего не происходит. Только зритель попадает туда, начинает пропускать это через себя, какие-то внутренние свои ощущения. Мы все равно, наш опыт, хоть он очень разный, но мы все равно в чем-то близки. Мы можем найти точки соприкосновения. И вот это все, поэтому каждый для себя находит что-то свое в работе. Конечно, и я уверена, что абсолютно каждый, кто увидит наше с вами интервью, и если он вдруг не знал о ваших работах, то обязательно захочет их увидеть живьем и прикоснуться к этому свету, который от них исходит. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья, за ваше интервью. Мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.